Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, у меня сегодня хорошее настроение. Я недавно приобрел давнюю мою хотелку, именно из портретной линейки Penhaligon's. С этим брендом я познакомился не больше года назад. Вот это мой первый флакон, называется The Imitable William Penhaligon. Он посвящен именно создателю этого дома. Когда я покупал вообще этот флакон, я даже не знал, чему он был посвящен. То есть я подробно вообще не знал эту марку. И после вот этой покупки я заинтересовался вообще этим домом, их ароматами. Вот. Этот аромат я вообще приобрел весной прошлого года. Вот. И я очень долго выбирал. И, кстати, не везде представлена вообще эта марка, а именно портретная линейка. Ее сложно найти вообще в магазинах. Вот. И я много магазинов объехал. Я обычно покупаю, если это очень дорогой аромат. И я дорогие ароматы покупаю только если у них большая скидка. То есть за полную стоимость я никогда не куплю. Вот. И я очень много магазинов города объезжал, смотрел, где какие скидки. Кстати, вот у одной сети магазина, возможно, знаете, есть ароматы, которые в одном такая скидка, там, например, 20%, в одном там 30%, в другой приедешь уже 40%. А в другом магазине вообще бывает нет скидок на данную марку. Вот. И я приобрел с хорошей скидкой, это 40%. Я очень удивился, что есть такие большие скидки, так как этот аромат порядка, очень дорого стоит. Вот. Мне нравится, как выглядит эта коробка. Я когда увидел эту коробку, я просто влюбился, мои глаза просто вспыхнули от такой красоты. Я узнал, кто дизайнер этой коробки. Ее зовут Кристина Уильямс. Она как бы всю портретную линейку сделала в плане визуала. Сам флакон, сами крышки от флакона. Вот эти коробки, они выполнены в такой викторианской эпохе. Ее просто можно разглядывать. Здесь куча маленьких деталек с разных сторон. Так как аромат посвящен Вильяму, а это основатель дома Penhaligon's. И он начинал с работы в турецких банях в Лондоне цирюльником. И вот здесь представлены такие предметы цирюльни, то есть такая, типа как кисточка, где-то я видел здесь ножницы есть, где-то здесь еще есть лезвие, такая острая бритва. То есть здесь можно ее рассматривать бесконечно. Это, знаете, как картина такая из маленьких деталек. Вот. Сам здесь изображен William Penhaligon's. Здесь даже бутик, самый первый бутик Penhaligon's, который открылся в Лондоне. Вот. И на этой коробке он изображен. И вообще эта коробка у меня стоит просто при прикроватной тумбе. Я каждое утро, каждый день буквально любуюсь, когда просыпаюсь этой коробкой. Я никогда коробки особо не храню особо. Они у меня, если я храню красивые, то они где-то у меня в дальнем углу в шкафу лежат. Но это единственная коробка, которая стоит возле моей кровати, в которой я сплю. Не менее красиво сам выглядит флакон. Это тоже какое-то произведение искусства. У каждой портретной линейки Penhaligon's есть тотемное животное. И почему-то у Вильяма тотемное животное, типа барана, что ли, или я не знаю, кто это за животное. Мне кажется, баран. И вот так выглядит их крышка. Она просто потрясающая. Она очень тактильно приятна. То есть она такая позолота. И позолота, кстати, очень хорошего качества. Она не слазит, то есть очень туго надевается. Вот так вот выглядит флакон сам, без крышки. Вот. Я проверял, не подделки ли это. Главная отличительность от оригинала и подделки. Смотрите на донышко этого флакона. Здесь указан бач-код и цифры и гравировка, в каком городе это произведено, сколько миллилитров. То есть надо смотреть по бач-коду.
и по донышку и цифрам именно на коробке. Здесь указаны бач-код, цифры, они вот выглядят, вот оригинал будут выглядеть вот такие цифры. У подделки цифры, они какие-то более такие, здесь более широкие, толстые, они там потоньше. Я везде смотрел, не подделка ли это, за такую большую типа скидку 40%. Очень хорошо еще распыляет, сейчас покажу, как распыляет. Очень красиво, хороший распылитель, такой надежный, видно, что вообще сделано все качественно. И чем же сам аромат мне пахнет? Почему же я его так полюбил? Так как Вильям начал работать в французских банях, да, на тот момент, этот аромат восточный. Вот и самый первый вообще аромат, который придумал Уильям Пенхалиганс, назывался «Хамам». И был посвящен, по-моему, даже королевской семьи Виктории на тот момент Англии, да. И вот ему посвятили тоже. Здесь я чувствую очень восточные ноты, именно сандал. Сандал, кстати, в английских ароматах очень часто встречается. И в большом случае сандал будет такой, знаете, как маринады, рассолы под огурцов. Там, я не знаю, вот в английской парфюмерии очень часто вот эта маринованность сандальная. А здесь вот все-таки сандал очень... Здесь есть небольшая маринадность, но она такая вот маленькая. Здесь красивый сандал, такой очень сухой, такой вот индийско-восточный прям. Его сравнивают, кстати, с амуажевским Мендер. Я вообще ненавижу марку Амуаж. У меня вообще нет как бы ни одного аромата, который я пользуюсь амуажем. И я, например, в других ароматах ищу что-то подобное. Единственное, мне что нравится в амуажах, это Boundless. Он такой вишнево-табачный. Но не готов я его покупать, так как амуаж очень дорого стоит. И у них тоже практически нет никогда скидок. Очень сложно попасть на скидку. И так же, как и на Пенхалиганс, я просто как охотник, выжидая жертву, вечно ищу скидки. Я очень часто бываю в разных магазинах и слежу за скидками. Именно за редкими брендами, которые очень редко делают вообще скидки на свои ароматы. Вот, и он пахнет на Мендер Амуаж, только здесь мало цветов. В Мендер Амуаже очень много там ириса, белых цветов, а здесь в основном он пахнет сухо, ветивер, ладан, кедр, сандал. Вот самые ароматы, которые я больше всего. И вот такая есть сладость, она очень приятная, то есть древесная сладость. И сладость, я не люблю очень сильно сладкие ароматы, и она здесь тоже умеренная. Но этот аромат, он, к сожалению, не очень стойкий. Он 4-5 часов держится. Ну, я не скажу, что там совсем не стойкий, нет. От него хотелось бы побольше стойкости, если честно. Потому что если я утром наношу, где-то после обеда он уже слетает. То есть после 3 часов я уже спокойно могу нанести что-то другое. Вот. Ну, в этом в каком-то плане может быть и плюс, потому что можно вечером уже нанести что-то новое. Вот. И он прекрасен. Это вот мой самый первый флакон от Пенхалиганса вообще. То есть я его очень сильно полюбил, мне он очень нравится. Парфюмер Альберто Марилис. Концентрация, по-моему, Eau de Parfum, если мне не изменяет память. Вот. Сейчас я уточню. Здесь 75 мл. Да. Eau de Parfum. Здесь на коробке тоже написано на донышке. Вот. Следующий – это портретная линейка. Еще хотел бы рассказать немножко про портретную линейку. Изначально портретная линейка состояла из 4 ароматов. Самый главный – Джордж, лорд Джордж, такой олень, в форме оленя у него флакон. Вот. И у него типа жена Леди Бланш. Это его жена. У нее флакон, на крышке нарисован леопард или гепард. Вот я не знаю, что леопард или гепард. И это Леди Бланш, его жена. У них есть дочка Душа Роуз.
И вот на прошлом видео мы с Сергеем обозревали сет Penhaligon's, и там был небольшой пробник Duchess Rose. И это вообще очень красивый розовый аромат, он такой очень приятный. Я вообще розовые ароматы мало какие люблю, но вот Duchess Rose мне запал в сердечко, и я вообще думаю, когда-нибудь, может быть, он у меня появится в коллекции. Вот. Так как это очень дорого, и на Duchess Rose... Кстати, я когда покупал, не на все еще ароматы Penhaligon's портретной линейки были вообще скидки. То есть на него был, по-моему, на Duchess Rose не было скидок. И вот если мне не изменяет память, то есть там было еще выборочно, не на все. Вот. И, короче, вот мне нравится такая охота за скидками большими в магазинах. Это прикольно. Когда попадаешь и потом так радуешься, просто как маленький ребенок. Такой покупки, такой хотелки, да? Вот. И у этой Duchess Rose, она, кстати, выполнена, у нее флакон лисицы, такая она хитренькая, такая деваха. Вот. И у нее есть муж, и его зовут Лорд Дюк. Дюк, кстати, в переводе с английского как лорд. У меня есть, кстати, маленький пробник от этого аромата. Дюк это как собака, он выполнен в форме собаки, у него такой флакон. Я тоже думал об этом аромате, чтобы его купить. Вот так. Это роза с кожей. Они чем-то похожи с Duchess Rose, только здесь уже грубая и мужская кожа с перцем, уже такая есть перчинка, и алкоголь текила здесь есть. Да, вот когда при старте я сразу чувствую вот эту кожу и розу. Кожа-роза. Вот. Перец здесь не сразу выступает, он потом попозже. И текила... Ой, джин здесь, боже, что я говорю? Джин, здесь джин. И алкогольность вот эта джина, она тоже не сразу. Хороший аромат. Я вообще подумывал тоже его когда-нибудь приобрести, возможно. Но пока что он у меня не в фаворитах, которые я бы хотел бы купить. Он также, кстати, очень стойкий. Он под стойкостью где-то 6-7 часов, как и Вильям. И я даже могу сказать, что единственное, почему-то как Дюк и Вильям Penhaligon's, они не очень диффузные, у них небольшой шлейф. Они такие больше вот, рядом с вами находящиеся, такие ароматы. В прошлом году пошел в кинотеатр на фильм Элвис Пресли. И я перед этим фильмом решил ничего на себя не наносить. Думаю, зайду-ка я в парфюмерный магазин перед сеансом. Вот. И я начал уже присматриваться к портретной линейке Penhaligon's, постоянно их пробую на себе, изучаю периодически. Вот. И нанес на себя Terrible Teddy перед сеансом этого фильма. Вот. Я его купил, получается, неделю назад с супер-мега скидкой. Это супер-мега скидка где-то 70%. Вот. И я буквально очень рад. Тоже попал на эту супер скидку. Также в этом магазине не на все портретные линейки, не на все портретные ароматы была скидка. Вот. И у меня были еще накоплены, чисто на него 30% от магазина была скидка. И в этом магазине я часто покупаю ароматы, и я накопил там такие баллы, типа как такие стикеры. Перед Новым годом их раздавали. И я как раз эти стикеры все потратил на еще плюс скидку, чтобы купить этот аромат. И, короче, я купил его почти что 70% скидкой. Это просто, я не знаю, таких цен это просто даром, чтобы купить этот аромат. Я его купил, по сути, за самый обычный люкс. Даже дешевле, чем там Bleu de Chanel у меня получился. Вот, я сразу проверил, оригинал ли это.
И вот такие же цифры на донышке. Вот. Такие они большие, толстые. Вот. То есть, если была поделка, они тоненькие и такие более выше. Вот, давайте вместе с вами его раскроем. Ну вот, я немножко отступил от той истории, то, что я хотел пойти в кинотеатр. Я нанес на руку и на себя один пшик этого аромата Cherry Teddy. Вот. И я просто офигел, когда я смотрел фильм. Мне очень понравился Элвис Пресли фильм. Я никогда не был фанатом этого певца вообще до этого фильма. В этом фильме как будто я просто погрузился в каком-то степени, побыл на концерте Элвиса Пресли. Там очень круто сыграл актер, который его играет, он просто передал его, я не знаю, точь-в-точь просто. И там, конечно же, очень круто сыграл один из моих любимых актеров, Том Хэнкс. Он сыграл там менеджера именно Элвиса Пресли. Вот. И вот там вообще Том Хэнкс, если вы не знаете, что там Том Хэнкс, его сразу вообще не узнать. Я вообще очень рекомендую посмотреть этот фильм, если вы любите фильмы про известных певцов, про известных личностей. Он очень классно и красиво снят. Я даже после этого первого сеанса на меня этот фильм очень такое неизгладимое впечатление произвел. И я был в этом аромате. И теперь меня Cherry Teddy ассоциируется с певцом Элвис Пресли. Вот. Я даже ходил потом второй раз в кино на него. То есть мне так он понравился. Вот. И я бы с удовольствием даже пересмотрел бы еще раз. Я потом стал и добавил себе Spotify, его вообще весь плейлист из этого фильма, и периодически его слушаю. То есть стал его фанатом после. Вот, и стал фанатом этого аромата одновременно. Вот. Вот так выглядит Cherry Teddy. Так, тоже коробка, которая... Здесь уже, конечно, поменьше всяких мелких деталей, вот, чем на Вильяме. Вот. Чему же посвящен у Джорджа и Леди Бланш, у них есть одна дочка, Душес Роуз. У них еще появилась вторая дочка, которая, по-моему, у нее флакон в форме какаду. Вот. И она такая очень любит путешествовать и поехала в Африку и познакомилась там с ужасным Тедди. И у них там как бы завязался роман. Вот. И вот давайте я... да, даже немножко с коробки уже пахнет этим ароматом. Создал этот аромат Квентин Биш. Это мой один из любимых вообще парфюмеров. И я потихонечку собираю его ароматы. Смотрите, он немножечко такой кривой. Как выглядит этот флакон. Мне очень нравятся их флаконы. Просто очень. Красивая жидкость. Такой остренький. Короче, у Вильяма Пенхалиганса появился друг. Cherry Teddy. Еще вообще говорят, я читал статьи, что ими можно играть как с куклами. Знаете как? Вот вы в детстве играли всякие куклы, там, вот можно с ними тоже играть. Вот, привет. И да, уже пахнет немного Давайте проверим, есть ли здесь пустые пшики. Вот, распыляет, отлично. Да, это тот самый аромат. Я, кстати, его купил последним в магазине. Мне продавщица сказала, что это один из самых популярных ароматов на данный момент у них. Из именно Penhaligon's, у портретной линейки. Ой, это да, это вообще моя любовь. Я полгода бредил этим ароматом. Это была моя очень сильная большая хотелка. И я очень рад, что я купил его вообще задешево. Вот, просто охота на носорога получилась у меня.
я его, как бы сказать, подстрелил в свой парфюмерный гардероб. Поймал, короче, его. И он пахнет мне... Здесь 3 ноты. Здесь абраксан, кожа и ладан. Ладан здесь верхняя нота. Вот вначале он такой ладанный. Средняя нота, так, по-моему, если мне не изменяет память, да, ладан. И что я еще здесь чувствую? Мне здесь нравится, он со временем немножко становится таким зелененьким. Здесь я люблю ноты каннабиса в ароматах. И вот здесь эта нотка немножко присутствует. Она какая-то, он немножко такой зеленый. Не зря вот то, что это саванна, носороги. Ой, это классно. Это вот какой-то афродизиак, он немножечко даже. Не, есть какая-то специя. И есть какое-то общее ДНК. Если взять вот Cherable, если взять Дюка и Уильяма, есть какая-то общая там нота. Какая-то нота присутствует. В этом году, кстати, ладанные ароматы будут модные. И я так знаю, я слышал, читал, что ладанные ароматы в этом году будут как бы в тренде. И вот как раз этот аромат, я буду им часто пользоваться, я думаю. Потому что я вот так хотел. Ой, да. Что-то вот есть с Уильямом, такая какая-то сладость небольшая. Наверное, дает вот этот абраксан, вот эту сладость. Ой, да. И кожа дает вот эту немножечко такую остроту, специевость. Она здесь такая... Она, кстати, не очень сильная здесь кожа. И кожа не грубая, она приятная. Я не знаю, мне очень нравится этот аромат. Я безумно рад, что я его приобрел. Да, хорошо. Вот и ладан. И здесь красивейший ладан. Ладан, который я вот люблю. И обычно я ладан очень редко в ароматах слышу. Вот. И в этом аромате я его отчетливо слышу. Вот он в начале очень красивый ладан. Такой... это не церковь. Ни в коем случае. Не пахнет никакой церковью. Это такой какой-то свежий... Вы знаете, вот когда вы заходите в какой-то в лес, возможно, такой, знаете, где очень много именно лиственных, не хвойных, а лиственных деревьев. Вот, пахнет вот этим каким-то деревом такого, может быть, дубом, такая дубовая роща. Вот что-то такое. Я люблю очень дуб. Вот, возможно, здесь есть, просто не заявлено, но пахнет что-то дубовое. Это вообще очень сексуальный аромат, я считаю. Просто number one, the best. И я, ребята, если вы встретите этот аромат и будет большая скидка на него, просто даже не раздумывайте, я вам рекомендую его купить. Это, я думаю, в каком-то степени в скором времени станет популярным ароматом. Ну вот, лично мне так кажется. Но за его цену навряд ли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы какой-то портретной линейкой, каким-то ароматом из портретной линейки Penhaligon's. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И спасибо вам большое за просмотр. Вам приятного вечера, хорошего настроения и позитива. Всем goodbye.